Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Итак, не знаю, скажешь по мне или нет, но я сегодня обалденно выспался. Я проспал почти 10 часов. За последние 10 дней плюс для меня это рекорд. Отвечаю, для меня это тупо рекорд. Потому что предыдущие дни, когда я работал без остановок, я спал по 5-6 часов в день. И, если честно, по моему эмоциональному состоянию и по моим нервам это на самом деле било. Не знаю, было заметно это на роликах или нет, но, короче, я сегодня выспался. В комментах напишите, заметно это или нет. И напомню, что мне нужна ваша поддержка, поэтому лайк, коммент от тебя. Если ты не подписан, то подпишись, потому что осталось, ребят, ну, каких-то 440 человек добить до 3000 подписчиков. Я знаю, что вместе мы это сможем сделать. Сам я этого вряд ли смогу сделать. Поэтому давайте, от вас максимальная поддержка. Ну и на мой телеграм-канал тоже подпишитесь, потому что я планирую на днях провести стрим. А я, соответственно, об этом сообщу в своем телеграм-канале, когда будет стрим и все такое. Поэтому давайте, подписывайтесь. И напомню, что кому интересно посмотреть мои ролики без моего комментирования и все такое, то у меня есть второй канал. В комментариях будет закреплена ссылка на мой второй канал, поэтому переходите, не стесняйтесь. Там тоже такие иногда обалденные катки выкладываются. Вот последние, наверное, катки, которые я туда выложил без своего комментирования, там прям такие сочные зарубы были. Вот, и что я сегодня вот хочу попробовать сделать. Ну, на самом деле я хочу попробовать снова горного вождя реализовать. Возможно, это будет через синергию воинов, потому что есть Свен. Давненько, кстати, я Свена не реализовывал, но посмотрим. Короче, как оно будет идти, от того я буду отталкиваться. Я буду водой, я буду принимать абсолютно любую форму. Вот, хотела, конечно, предметы на ману понаходить, но нашел то, что нашел. Я уже не раз говорил о том, что если вам приходит Марс, то его бы в 2 звезды собрать, потому что на самом деле это кусок мяса, который, ну, впитывает нереально много урона. То есть у него вот этот щит поглощает в лицо прям до 60% урона. Это прям кайф. И вот так вот щитом чисто раз в 8 секунд. Бэм! Короче, если против вас Тинкер не собрался, но собираются какие-то убийцы, то можно как бы собирать себе Марса. Это прям сильно будет, очень сильно. Так, поставил панду, поставил все, может на шаманчиках сыграю. А, тут Тинкер в 2 звезды. Не работает, если что, щит Марса против магического и чистого урона. Забыл, как называется чистый урон. Поняли, да? Забыл, как называется чистый урон. Это вообще жесть. Еще раз хочу спросить у своей аудитории. Ребят, я себе сделал сейчас английский интерфейс. Не просто так. Я его сделал, во-первых, для второго канала. И, во-вторых, сделал для своего комфорта. Тут, кстати, чел с 3 двойками пришел ко мне. Ты нормальный? Алло. Дядя. Одна жесткая у него двойка, это Тинкер. Но там 2 куска мяса у него стоит. Сильно. Сильно. Вопросов не имею. Меня там, кстати, просили записать одну интересную сборку. В общем, сборка звучит следующим образом. Это Керрис Ларк через 6 убийц и полуорков. Ну и там какую-то легендарку докинуть. Что думаете? Напишите в комменты. Я постараюсь записать эту сборку. Кстати, я на своем втором... Вы поняли, да? Забуксовал чисто челик на месте. Короче, на своем втором канале я выложил катку с легионкой. Я эту легионку смог реализовать без комментирования. А вот с комментированием тупо не получалось ее реализовать. Прикиньте. Короче, кому интересно посмотреть легионку, я рекомендую посмотреть, потому что там такая жесткая каточка была. Сразу хочу сказать по поводу второго канала. Как только у меня появится больше возможностей, больше времени, на втором канале будут выходить обрезанные ролики. То есть я буду вырезать лишние ожидания, ускорять некоторые раунды. То есть, чтобы просто это было намного комфортнее смотреть. Поэтому все это будет, не переживайте. Этот канал я буду развивать. Буду развивать, но немного по-другому. Вот. Вот. 2 чувака играют на лустрике. Мне это нравится. Ага, он шаманов там уже будет собирать. Это мне не нравится. Да, ну, кстати, по поводу 6 убийц и 4 полуорков, эта тема прикольная, потому что ваши убийцы, они все в основном ближнего боя. И под синергией 4 полуорков, они начинают все бегать по полю, и кого они заденут, в радиусе одной клетки, соответственно, стан раздают на 2 секунды. Против шаманов это неплохо работает. Не идеально, но неплохо. Но
Прикол в том, что убийцы могут пованшотать все фигуры и сразу дальше полетят, ездить по полю, станить всех. Короче, это прикольная тема. В теории это обалденно звучит. Особенно если у вас какой-то есть мощный керри ближнего боя. Если что, я сейчас уже закупаю полуорков. Я поставил инчу под пант. Ну, может быть. Ну, это, конечно, знаете, такое... Уже высасываю из пальца эту надежду, но дай бог, может, пандочка мне принесет полуорка. Дай бог, дай бог. Это, ну, серьезно, это я высасываю из пальца уже. Ну, все же. На всякий случай взял себе жрецов, чтобы вдруг чего поставить. Ну, если я буду прям жестко проигрывать, то я, соответственно, поставлю себе жрецов, чтобы не так сильно получать в табло. Чел там уже поставил себе 3 шаманов, и вот на самом деле теперь шаманов намного легче собрать на ранние стадии. Когда ты собираешь ранние стадии 3 шаманов, еще шапки пораскидывал, и не дай бог тебе солнечный шаман еще и в 2 звезды пришел, то тебе может легендарка упасть 2-звездочная. Угу. Это жестко. Это жестко. Да. Хочется мне, знаете, что еще реализовать на ролик? Мне хочется реализовать на ролик это нежить. Вот прям очень хочется реализовать на ролик. С моим комментированием, со всем этим, просто со всеми живыми эмоциями. Потому что, ну, тяжело нежить собрать, вот согласитесь. Но я вычислил один момент. Нежить нужно собирать, ну вот, 6 нежити. 9 нежити, ну, как-то вообще проку особо нету. Вот от 9 нежити есть только прок от 6 нежити. От 9 вообще нет прока. Типа там слишком слабый баф нежити, чтобы прям упарываться в этих 9 нежити. Ну и фигуры, которые мне вот прям понравились, это 100% банши, 3 охотника, естественно. Абадон, куда же без него? Абадон это вообще мощь. Хоть его и там и понерфили, но он за 1 монетку стоит. И если ты смог инчу перевоплотить, то с некой вероятностью у тебя появится Абадон 3 звезд. Ну, если инча, соответственно, была у тебя в 3 звезды, то, соответственно, есть вероятность, что появится Абадон 3 звезд. Но! А может появиться Виверна. Очень полезная Виверна, которая будет в 3 звезды. И ты будешь смотреть на нее со слезами на глазах. Такие, знаете, такие слезинка. Такая... На самом деле, очень приятно перевоплощать друидов. И очень приятно стартовать через охотников. Особенно, если тебе падают охотники. Там всякая Муэрта, Тракса, дай боже, чтобы она тебе упала. Потому что вот Тракса это прям топчик. Блин. Гребаный снайпер. Нет, чтобы стрельнуть в панду своим скиллом, он стрельнул в Тинкера. Если бы он не стрельнул в Тинкера, то я бы ему навалял по полной программе. Просто за уши бы не оттянули, как бы я ему наваливал. Меня смущают шаманы. Неприятные шаманы. Если он их грамотно соберет, то мне будет очень больно здесь. Еще какую-то сборку я хотел прям реализовать. Только не помню, если честно, какую сборку хотел реализовать. У меня есть список, вот у меня в комментариях накидали сборки, которые типа Саня, попробуй реализуй. Мне накидали список. Я их позаписывал себе, скажем так, в блокнот, ну, естественно, в телефоне. А не, в Телеграм я записал себе. Я себе в Телеграм записал все сборки, которые меня там просили реализовать, попробовать. Поэтому, ребят, список есть. Я по этому списку прохожусь. Но зачастую я, знаете, отталкиваюсь от того, что мне приходит. Потому что целенаправленно какую-то либо сборку собирать в последнее время как-то вообще не получается. Вот, не знаю, то ли я проклят, то ли что. Просто не получается и все. Вот. Не получается. Вот нет, Санечка, нет. Не сегодня. Я такой... Ну ладно, раз не сегодня, то не сегодня. Ну что ж. На самом деле, не знаю, последним вот временем я вот реально целенаправленно сажусь, пытаюсь записать какую-то сборочку по списку. И не получается. Тупо не идет. Хоть ты тресни, тупо не идет. С чем это связано? Непонятно. Сейчас, кстати, будет очень обидно, если мне упадет жезл Кира. Очень обидно будет. Я надеюсь, конечно, что мне жезл Кира не упадет. Я надеюсь, что мне упадет что-нибудь другое. Ну, болт на 28 мне 100% упадет. Тут как бы гадалки не ходи, болт на 28 прими. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Тут, ну, я вообще хочу аптечку священника. Имбовый предмет сейчас будет. Под мою сборку, которую я хочу реализовать, аптечка священника прям то, что доктор прописал. Ну, давай. Обрадуй меня. Давай. Ух ты. Возьмем шлем Ареса. Ну чё, проверим мою скиллуху, а?
Проверим, куда ж мы денемся. Сейчас мы проверим мою скиллуху. Жалко, я, конечно, предметы поскипал. Ой. Ну, ничего страшного. Ладно, Мартур продал. В уровень пойдем. Идем в уровень. На 7 уровне я активирую шлем Ареса. И я хочу, как скилловички, которые попадаются против меня, достать себе легендарные фигуры, которые мне необходимы. Верим? Верим. Я не верю. А вы верите? Я думаю, будет какая-то хрень. Но я надеюсь, что мне нужны легендарки упадут. Хочется нужных легендарок. И пораньше. Боже, как меня больно тут выносят. Я уже очень много хп потерял, но у меня все хорошо по экономике, по всему остальному. Баф людей еще хочу поставить. Ну, на лустрик никто не идет. Мне вот очень не нравится то, что там шаман огромный будет становиться. Вот очень это не нравится. Типа, это будет жестко. Особенно если здесь еще и другие шаманчики будут. Будет печально. Другие шаманчики, ты имею в виду, что он может 6 шаманов собрать просто так. Ну, надеюсь, этого не случится. А как говорится, то, что я надеюсь, что этого не случится, это 100% должно случиться. Не знаю, как-то... Ну, как-то так пошло. На самом деле, знаете, вот на убийцах очень приятно играть против тех же самых шаманов, если там у них, конечно, блинков каких-то нету. Ты тупо что делаешь? Ставишь себе 2 рики в 2 звезды, ставишь, половина стола вражеского становится в сайленсе, и все, шаманы не могут перевоплощаться. И в это время, пока шаманы не перевоплощаются, ты добротно напихиваешь им по самое не хочу, под горляночку, так знаете, чтобы прям аж слезы на глазах наворачивались. Что-то я куда-то не туда пошел уже, да? Не в ту сферу. Ладно. Ну, вы меня поняли. Я очень люблю просто шаманчиков. На самом деле, шаманчики приятная сборка, но прям тяжело реализовать ее. Особенно если 6 шаманов. А так, на 3 шаманах играть... Ну, я на 3 шаманах еще не пробовал в текущем патче играть. Но я думаю, даже на 3 шаманах с грамотными легендарками, с грамотными фигурами доборочными было бы неплохо. То есть, доборочные фигуры это какие? Ну, вот условный Тайт, Primal Beast, Антимаг, Doom. Вот 4 уже фигуры, которые, ну, неплохо будут смотреться под шаманов. Инвокер. Вообще шикарный инвокер. Вот сколько раз я говорил, что инвокер это имба. Кстати, я вычислил один момент. Ну, либо мне показалось, либо же нет. Я надеюсь, что мне показалось. Но я как-то инвокера сделал с аганимом. Поставил его. И он у меня почему-то 3-4 секунды не кастовал свои способности. Потому что он до этого выбросил миллиард способностей. И он просто... Опа, темпларка в игре есть. О как. О как. Темпларка в игре есть. Так, ну усиливаем стол. Плевать. Не факт, что, конечно, мне темпларка упадет. Но. Вероятность такова имеется. Что-то хотел сказать. Блин. Вот это вот, знаете, когда у меня эмоции начинают играть сверху больше, нежели хочется что-то... Ну, вот я рассказываю что-то, да, и тут в моменте у меня какие-то эмоции сыграли. Все. И если эта мысль пропала у меня из головы, то прям расстраиваюсь как-то. Но вот темпларка здесь в этой игре есть. И вот, кстати, моя сборка полуорки плюс горный вождь работать особо не будут. Активировался, что шлем РСа. Погнали. Проверим свою скиллуху. Я более чем уверен, что на 7 уровне мне единственное, что упадет, это губозакаточная машина, плюс парочка болтов на 28. А так можно было? Так, ребятки. Ну что? Ну что? Мне пришла темпларка. Так, ладно, Марс я продам. Трындец, это, наверное, единственный раз, когда мне на 7 уровне после активации шлема РСа упала легендарка. Охренеть. Вот это я понимаю, подгончик. За такое я согласен. Ай-яй-яй.
Блин, ну что я могу сказать? Что я могу сказать? Я пока загадывать наперед не буду, но раз мне пришла темпларка, то может реализуем темпларку. Мне, кстати, еще такие сейчас фиолочки хорошие пришли, прям вообще по кайфу, и предметы пришли. Правда, все эти предметы не под Кири, моего героя, вот, допустим, под темпларку и тому подобное. Она под Тинкера все пришло. То есть, неплохо, неплохо. Тут прям хорошо. Не знаю, я, если честно, не знаю, сыграть на полуорках теперь или не сыграть. Потому что моя идея заключалась в чем? Собрать полуорков, собрать Кири Сларка себе. Но... Игра, по всей видимости, говорит о том, что, Санечка, сегодня никаких полуорков. Сегодня будут у нас убийцы. Сегодня темпларочку реализуешь. Ой, как хорошо у меня баночки восстановили, чтобы вы понимали, в среднем по 5 хп восстанавливали баночки. Еще и гребаный инсектоид, кстати, собирается. Не, это вообще по кайфу. Блин, боже, я на самом деле очень рад о том, что мне пришла темпларка. Просто кайф. Просто кайф. У меня еще и предметы по Тинкера сейчас хорошие именно пришли. То есть я с помощью Тинкера могу нормально себя ощущать. Сейчас у меня еще Лина там... Ой, блин, ну не... надо было в Мирану, чтобы она кастанула свою способность. Сейчас Мирана застанет Лину. Да. Ну да. Ну ладно, хотя бы минус 4. Сейчас мы потихоньку будем расти. Не знаю, я, наверное, в убийц пойду. Ну, хотелось бы мне, по крайней мере. Ну, посмотрим. Я пока что спешить особо не буду. Тинкера поставлю чуть-чуть дальше. Делаю это не просто так. Я ставлю Тинкера чуть дальше, чисто из-за того, чтобы он чуть дольше пожил и чуть больше накидал своих ракет. Вот и все. Вся причина, по которой я так делаю. Короче, только что мне нанесли минус 4 урона. Я активировал баночку, и мне дали минус 6. Плюс 6 хп за баночку. Сюда. Так, ну что, может паролимся на 8 уровне? Может мне реально сейчас поприходит легендарка, раз мне темпларка пришла с первого ролла, на секундочку. Че, попробуем? Вот на самом деле то, что у меня нет предметов на скорость атаки, на урон, вот плохо. Не, забейте. Все, забейте. Какие там полуорки, ребята? Тупо забейте. Не, никаких полуорков. Никаких полуорков. Все. Работаем. Работаем. Мы играем сегодня на убийцах. Мне пришло 2 легендарные фигуры. Налегке. Работаем. Я надеюсь, что у меня получится темпларку собрать в 2 звезды как можно быстрее. Если получится собрать темпларку в 2 звезды, с ранней темпларкой в 2 звезды, то там можно такое чудить. Я не перестану перехваливать новую темпларку. Ну как новую, она уже старенькая, можно сказать. Но я не перестану перехваливать темпларку, потому что ее очень классно изменили. И из-за того, что ее так обалденно изменили, я не могу нарадоваться. Очень хорошая темпларка сейчас. Раньше, если щит могло сбить все что угодно, то теперь щит все что угодно не собьет. Котл пришел еще. А вместо чего его ставить? Непонятно. Эльфы собираются там. Я надеюсь, что этот эльф не найдет себе темпларку. Но по закону подлости, если я так сказал, то он 100% должен найти темпларку. Тут как бы гадалки не ходи. По-любому такое должно произойти в этой игре. Я в это верю. Не может быть, чтобы мне так легко все шло. Что-то должно явно пойти не так. Что-то должно явно пойти не так. Я просто привык к этой игре. Я знаю эту игру как просто как облупленный. Я эту игру изучил на 200%, и я просто прожил ее от А до Я. Блин, я думал, его вынесу. Потому что у него там всего чуть-чуть хп осталось. Короче. Инвестиция в лучшее будущее сюда. Вот. Я эту игру знаю как свои 5 пальцев.
И я уверен, что в этой игре должно что-то пойти не так. 100% такое должно произойти. Тут даже к гадалке не ходи. Ребята, я вам сам навангую, что должно произойти. Либо же это будет то, что я сейчас раннюю темпларку не соберу вообще. Либо же я темпларку не соберу до раунда 30 плюс в 2 звезды, это 100%, а какой-то мой там рандомный противник соберет ее в 2 звезды, ну, чуть ли не на 8 уровне, с шансом 1%. Я это более чем уверен. Ну что ж, я надеюсь, что это чисто мое, скажем так, моя накрутка. Ну, посмотрим. Посмотрим, как оно дальше пойдет. Так, чел вылетел, убийцы идут, хорошо. Так, смотрите, у меня сейчас 9 уровень. Пойдем поролимся. Леший пришел. Да по кайфу, конечно, то, что Леший пришел. Но нужен ли мне этот Леший? Вопрос. В принципе, пусть будет. Немного бафа полуорков будет сейчас. Зверей собрали, кстати. Удивительно. Все. У меня хоть никаких предметов на скорость атаки нету. Но это сейчас будет по кайфу. Ой, сейчас что мы будем чудить, ребята. О, там чел нашел тоже темпларку, это очень плохо. У меня конкурент на мою темпларку. А ну-ка, ставим ставки. Кто быстрее соберет темпларку? Он в 2 звезды соберет или я соберу в 2 звезды? Кто быстрее? Давайте, погнали, ставочку. Ставочку. В комменты пишем, кто быстрее соберет. На самом деле, то, что мне сейчас легендарный предмет упал, перчатка, это самый лучший предмет для убийц. Самый лучший. Лучше нету. Мне теперь только остается что? Правильно, мне остаются только предметы. Что, может 6 убийц поставить и разобрать этих двухзвездочных? Но, наверное, мне все-таки стоит ну, поразбирать. Тоже мне не надо. Ну да, погнали, они уже бесполезные. Да ё! Боже, как я до хрена открыл легендарных фигур в этой катке. Это что это такое? Что это происходит? Почему это так происходит? Яйцо, отлично. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, друидов распродаем. Яйцо для темпларки пойдет. Яйцо пойдет для темпларки. На самом деле, если я еще найду себе жетон отступника против эльфов, то там забей. Я считаю, это самый лучший предмет под убийц. Перчатка 5-го тира. Разваливает кабины только в путь. Так. 9 убийц есть, отлично, все, погнали. Все, вот это сейчас будет развал. Все, 2 героев нам поставил. Тайт, сюда. Боже, сколько легендарных фигур падает. Пожалуйста, дайте мне раннюю темпларку. Раннюю темпларку и раннюю квапу. И все я буду подчистую сносить. Я еще хаотичный договор активирую. Сейчас будет по кайфу. Можно будет, кстати, еще поставить себе Сларка. Я, наверное, так и сделаю. Вместо... Кстати, погнали, полностью из инкама выйдем. Пожалуйста. Пожалуйста, не подведи. Так, панда. Панда вместо Скорпиона пойдет. А Сларк, наверное, вместо Вайпера. Хотя не, Сларка, точнее, Вайпера я, наверное, оставлю. Рыжий лис хорошо идет.
Вот так вот сделаем. Черт. Я строил 50 монет плюс, но не нашел того героя, которого хотел. Ну, все. Идем дальше в хорошую экономику. Собираем 50 монет плюс. Выходим 10-й. И на 10-м начинаем искать. А как еще? Иначе не получится. Так, там чел реально мне жесткую конкуренцию составляет, потому что он там нашел еще себе эквапу сверху. Там, этого вайпера я оставил, потому что сейчас вайпер пуляет в самую сильную цель. То есть, у которой больше всего атаки с руки, в ту цель он начинает плевать. Чтобы замедлить скорость атаки. Да, на 10 сейчас будет выходить. Сейчас хаотичный договор активировал, сейчас у меня будет хорошая экономика. Сейчас тупо буду идти в 10 уровень. На 10 уровне у меня будет больше шансов на выпадение легендарной фигуры. И, соответственно, больше шансов, что я не найду темпларку. Я надеюсь, что я найду темпларку. Сейчас все зависит от того, придет ли мне темпларка или не придет. Еще, кстати, хочу мартретку попробовать в 3 звезды собрать с хорошими предметами и реализовать ее. Тоже было бы очень круто. Так, Рики покупаем. Тут как бы гадалки не ходи, Рики необходим. Сейчас раунд с мобами. Эти предметы я перекидываю в рыжего лиса. Так как рыжий лис в одну цель очень много тычек закинет. А под перчаткой это будет самое то. Да не покупайте мою темпларку, уже у 3 человек есть темпларка. Включая меня. Окститесь! Не надо покупать темпларку. Не надо. Вообще обалдели. Темпларку они мою покупают. Конкуренцию они мне создают. Ладно, сейчас самое главное, чтобы мне хорошие предметы падали. Остальное это фигня. Ну, и темпларка в 2 звезды нужна. И хорошие предметы. Все. Да ты шо, ты глянь. Тайт пришел. Лучше бы это, конечно, была темпларка, но ладно. Спасибо и на этом. Спасибо и на этом. Так, сейчас надо будет расстановку еще сделать более-менее хорошую против шаманов. Тут гоблины собираются. Ну, мне плевать на гоблинов. У меня есть перчатка, так что вообще забей. Угу. Через суммона хочет играть. Но игра в текущем патче через суммонов, это прям забей. Ну, то, там инсект слабовато. Инсект скоро вылетит. Короче, игра сейчас через суммоны, через зоопарк свирей нерентабельна. Потому что некра понерфлены. И теперь там только либо дальнего боя, либо ближнего боя будет появляться зомбари. В зависимости от того, в каком персонаже у тебя находится некра. Но, естественно, когда у тебя есть лон-друид, ты хочешь эти некра закинуть в кого? Правильно, в лон-друида, чтобы у тебя появлялось по 2 мишки и тому подобное. Но у тебя будет появляться всего лишь, ну, если с рефрешером, то 4 зомбаря дальнего боя. Это неоправданный нерв, как по мне. Бредовый нерв. Не знаю, с чем разрабы думали. У него хаотичный договор. Ой, как хорошо. Еще и панду магическую присумонил. Я спешить не буду. Да на самом деле я и реликвию яиц не особо хочу тратить. Ой, реликвию яиц. Яйца не хочу тратить особо. Я хочу эти яйца оставить под квапу и темпларку. Но если получится, что я смогу рыжего лиса собрать в 3 звезды, то я, наверное, в рыжего лиса закину яйца. Вот так вот. Вот так вот. Ну, хорошо пришло. Тут как бы гадалки не ходи, но это очень хорошо пришло. Ля. Вы посмотрите, сколько инсект насумонил ченов.
Понимаю. Вопросов я не имею. Ну, тут стабильная Марси. Хорошие предметы в темпларке. Мьёльнир 5-го тира это тоже неплохой предмет под темпларку, потому что это скорость атаки, и когда тебя будут бить, соответственно, есть вероятность, что сработает молния. То есть это хороший предмет, чтобы зачистить там спам, либо что-то еще. То есть прям хороший предмет. Плюс еще и мифриловый доспех есть, который скидывает с себя дебафы. Ну что там, кстати, сидит 50 монет плюс? Видимо, патч не читал. Так, Инсек, здорово. Как дела? Как настроение, как у тебя дела? Сейчас мы с тобой пообщаемся. Ну. Просто Инсека. Наказываем, наказываем. Вот так должно происходить со всеми инсеками. Вот так. И никак иначе. Минус инсек. Пока. Пока. Сейчас уже, кстати, 40 монет плюс выйду. Закину, короче, палочку Гарри Поттера в Магнуса, он же полуорк, убийца. Надо этих ребят выкинуть. У них моя темпларка. Их надо наказать. Они сидят с моей темпларкой. Создают мне нездоровую конкуренцию. Интересный чел на зверях. Я ему, конечно, сочувствую, потому что, ну, реально, в текущем мете играть на зверях, это прям вообще не то. На самом деле, я хочу еще, чтобы не упал там с мобов жетон отступника. Плюс 50% урона по эльфам. Вообще шикарно было бы. Как раз тут много эльфов. Интересно, что мне сейчас на 10-м раунде за реликвия упадет. Так, -1. Ты кто? Ты, по-моему, гоблин. Да, это 6 гоблинов. Ну, сочувствую ему. Ему сочувствую. Тут чел на 9-м уровне. Ролится, походу, сидит или что? ХПшку сюда, это сюда. Пока что пусть будет. Я, на самом деле, хочу еще один предмет 5-го тира найти. Это молнии, он же Мьёльнир. Хотя тут эльфы, я бы, наверное, МКБ себе бы поискал. Но либо бессмертие. То есть, какие мне предметы вот необходимы? Вот в идеале. Мьёльнир 5-го тира, бессмертие. Ну, в принципе, все. Ну, можно было бы там рапиру, криты, вот такое вот что-то. Но по своему опыту знаю то, что мне надо было всего лишь Мьёльнир и бессмертие. Чисто для того, чтобы у меня была хоть какая-то скорость атаки более-менее адекватная. Вот. И, наверное, все-таки мифриловый доспех, либо же БКБ. Лучше, конечно, БКБ. Но так как здесь есть эльфы, то, скорее всего, МКБ мне лучше понадобится. Ну, гоблина я сейчас разрываю вообще в пух и прах, потому что у меня есть что? Правильно, у меня есть перчатка. У меня есть перчатка. Не было бы перчатки, такого бы не происходило. Так, там эльф выигрывает, и мне это не нравится. У него 24 хп. Надо, чтобы он вылетел. Надо, чтобы он вылетел. Я не хочу искать МКБ. Да. Но я его больше всего опасаюсь, если честно. Пока что он темпларку себе в 2 звезды не нашел, но если он найдет себе темпларку в 2 звезды, то это забей. Я, наверное, даже не смогу его вынести, пока не найду себе темпларку в 2 звезды. Я буду надеяться и верить, что я смогу найти себе темпларку, но... Посмотрим. Квапу еще хочу в 2 звезды найти. Квапа сильная. Так, ну, есть реликвия яиц. А есть сумка пандамена. Я возьму реликвию яиц.
Я хочу рыжего лиса попробовать собрать в 3 звезды. Пусть будет. Может, мартретку еще на сдачу соберу себе. Я вот про квапу хочу пару слов сказать. Ребят, если вы квапу не покупаете, то зря делаете. Потому что квапа, она на самом деле наносит очень много чистого урона. Разгоняет много народа. В страх их закидывают. Ломает позиционку противнику. Короче, квапа очень полезный персонаж. Не брать ее грех. Надо ее брать. Надо. Сейчас будем ролиться. Держим кулачки за меня на то, что я соберу себе темпларку. Держим, ребят, все вместе. Я тоже держу кулачки, вот. Как же много эльфов развелось, ребятки. Ну, у чела тут не только эльфы, у него тут еще стоят морские. Наверное, просто хотел себе контроля добавить или что. Непонятно. Так, убийца гор нужен? Нет, это вообще на самом деле убийца гор мне не нужен. Дай темпларку. Пожалуйста. Не хочет он давать мне темпларку. Вот не хочет. Ну серьезно? Что за такой подлости? Он нашел темпларку себе в 2 звезды. У меня теперь огромные проблемы. Он меня может спокойно вынести, если я себе не найду темпларку в 2 звезды. Спокойно. Сюда, Винстрик, отдай. Блин, мне так хорошо Рики идет. Лучше бы эта темпларка была. Да ёп. Пока делаем так. Драконий рог, отлично. И все в рыжего лиса сейчас закину. Ему еще одна темпларка пришла. Ёб твою медь. Тут еще и обезьяна в 3 звезды, обалдеть. Но он меня сейчас снесет, скорее всего. Да не скорее всего, 100% должен снести. Тут как бы гадалки не ходи. Рыжий лис не сможет пробить этот щит. Не знаю, невозможно рыжему лису пробить щит темпларки почему-то. Не, ну может быть, если бы у меня было МКБ, то рыжий лис бы неплохо бы справился с темпларкой. О, ну тупо... Ну, там куча мясов было, ладно, окей. Будем говорить о том, что типа... Ну... Не попал. А помните, я совершенно недавно, 10 раундов назад говорил о том, что какой-то закон подлости должен появиться. И вот, вуаля, закон подлости. Ну ладно. Чем тяжелее игра, тем интереснее, правильно? Но будет очень обидно, если я откисну в топ-2. Поэтому погнали. Будем пробовать, будем что-то пробовать против этой темпларки. Но как только у меня придет темпларка своя, я вот для нее яички подготовил. Не свои, если что. Не мои 2 яичка тут лежат на скамейке. Но мне МКБ надо еще. Вот чтобы прям в идеале развалить эту темпларку, мне надо МКБ. Тупо не попал по половине рыжий лис. Чи попал, хрен его поймешь. Попал он, не попал. Но урона он много вкидывает. Возможно, если бы у меня было реальное МКБ, то я бы 100% развалил бы без шансов. Но не факт. Далеко не факт.
Но тупо щит, он щит не может пробить. Ну, критани! Это было обидно. Если бы кританул... Если бы кританул, я бы забрал его в винстрик. Ну, чего не случилось, того не случилось. Ладно, сейчас посмотрим, что мне упадет за предмет из 4-го тира. Я хочу себе МКБ, либо БФ. Один из двух предметов. А еще прикольный предмет, знаете какой? Арчит. Арчит вообще топовый предмет. На самом деле, два предмета я бы хотел. Обезоружь 100%. И МКБ. Вот для гарантии. МКБ и обезоружь. Все. Обезоружь прилетит в темпларку. Хотя нет, там в Трента, наверное, полетит. В Трента полетит. Ну, короче, потом она полетит в темпларку. Темпларка будет стоять в обезоружии. И, соответственно, в это время я смогу понакидывать. А МКБ даст мне гарантию о том, что я все время буду попадать по этой темпларке. А, на яйцо возьму. Хотя ладно. О! О! Кстати. Кольцо 4-го тира обалденно будет заходить под темпларку. 120 урона я буду блокировать. Под щитом темпларки там тоже блокируется урон. Короче, есть вероятность, что темпларка будет жить невероятно долго. Обезьяна в 3 звезды меня, конечно, не радует, но она без предметов. Ой, у него безоружие тут. Это плохо. Это плохо, это очень плохо, то, что у него там обезоружь. У него огромный спам и обезоружь. Это плохо, 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 плохо. Да, вот проблема рыжего лиса, то, что он будет на месте крутиться, падла. Вот из-за этого я не люблю рыжего лиса. Просто он, во-первых, свой скилл в КД отправляет. Во-вторых, он начинает на месте крутиться. Любой контроль, любое что-то, все, у него там, не знаю, топографически кое-что начинается. Я не то чтобы нервничаю. Я трындец как нервничаю. А у него еще МКБ. Хорош. Но у меня сейчас предметы не то чтобы прям лучше, чем мои. У меня предметы... Ну, я считаю, что мои два предмета намного профитнее будет. Но у него тоже хорошие предметы. Очень хорошие предметы. Но мои предметы должны посильнее быть. У меня все-таки убийцы. Там, если прилетает один удар сквозь щит темпларки, там нереальный кусок лица отрывает. Ладно, попробуем еще раз рыжего лиса. С МКБ я бы, конечно, себя увереннее чувствовал, но я не стал рисковать и ролить какой-либо другой предмет, потому что, ну, все-таки кольцо 120 урона блокирует. Это очень много. У темпларки до 100 урона будет с руки. Знаете, как будет ропельного? Если этот чел еще найдет себе сейчас квапу. Так, зверя там выкинули. Пожалуйста, 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 дай, дай! Ему пи. Пи-п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 и. Все, готовьтесь. Вот теперь смотрите. Просто темпларка в 2 звезды насколько сейчас порешает. Смотрите, сейчас тупо развал кабины начнется. От А до Я, без смс и регистрации. Лицо будет расквашено полностью. Сюда иди. Сюда иди, мы сладенькие. Сейчас ты приколишься. Помнишь, ты меня там выносил? С помощью ранней темпларки в 2 звезды. Хотя это должна быть моя темпларка была. Помнишь? Сейчас я тебе напомню. Смотри. Первый раунд. Щелчок Таноса я тебе... Давай, смотрите, смотрите. Уничтожил. Бэм, бэм, бэм. О, у него там еще и меч, но до одного места твой меч сладкий. Все-таки рыжий лис. Какая же
помойка по сравнению с темпларкой в 2 звезды. Аквапу можно, пожалуйста? По-братски. Нельзя? Понял. Понял. Ладно. Но у него хорошие там предметы. У меня просто предметы получше будут по сравнению с ним. Типа у меня есть 2 предмета, даже 3 предмета, которые намного лучше. Это бессмертие, перчатка и этот драконий рог, который сразу дает активацию щита, и там тупо забей. Делай, что хочешь. Все, давай. Оп, минус темпларка. Правосудие и справедливость восторжествовало. Да, 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 да. Но я эту игру мог спокойно провалить. Чел на зверях сделал ошибку, то, что он рольнул себе безоруж. Вот это его ошибка, потому что безоруж нормально, ну, жестко триггерил. По крайней мере, меня жестко триггерил. Он не триггерил, конечно, там другого чувачка, но меня он триггерил. То есть вот этого play for fun сказал, play for fun, ему там на Трента прилетало безоруж. Ну, а так моему рыжему лису прилетал бы. Короче, катка вообще огонь, мне понравилось. Вырвал. Не, если бы темпларка не пришла, я бы не вырвал эту игру. Возможно, игра бы затянулась до 40-го плюс раунда, и там каким-то бы чудом мне бы могла упасть темпларка за 30 монет. Но вот вы прикиньте, насколько это абсурдно. Мне ранее темпларка упала, я на 9 уровне ролился, мне она не упала, а чел просто ее собрал вот так вот, налегке. Ну, хорошая игра, хорошая, добротная получилась игра. Поэтому, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментарии. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если не подписаны. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.